Урок 1. Посещение кинотеатра. Вы знаете, что это за кинотеатр? Да, это тот, что в центре города, рядом с главным торговым районом. Большой. Я люблю это кино, там такая уютная атмосфера. Абсолютно. Плюс, они всегда показывают последние фильмы. Мне не терпится увидеть, что будет на этих выходных. Вы уже проверили расписание? Пока нет, но планирую поискать в ближайшее время. Давайте определимся с фильмом и пойдем вместе. Это звучит идеально. Не могу дождаться веселого вечера кино. Урок 2. Приключенческие путешествия. Это звучит невероятно. Что побудило вас путешествовать в одиночку? Я хотел ощутить свободу исследования в своем собственном темпе. Это фантастическая причина. Путешествие в одиночку может быть очень полезным. Да, это способствует самопознанию и личностному росту. Восхищаюсь вашим авантюрным духом. Чтобы путешествовать в одиночку, нужна смелость. Спасибо. Я верю, что это может привести к незабываемым впечатлениям. Мне бы хотелось услышать о твоих приключениях, когда ты вернешься. Абсолютно. Поделюсь всеми своими историями и советами. Не могу дождаться, чтобы услышать их. Ваше путешествие вдохновит других. Урок 3. Поездка за покупками. Как насчет магазина одежды рядом с торговым центром? Идеальный. Мне нужно новое платье для вечеринки на следующей неделе. В этом магазине обычно хороший выбор стилей. Да, мне нравится их разнообразие. Всегда интересно просматривать. Давайте проверим, есть ли у них продажи. Хорошая идея. Я бы хотела найти скидку на новое платье. Я отвезу нас туда после обеда. Потрясающий. Мне не терпится найти идеальный наряд. Это будет увлекательный поход по магазинам. Урок 4. Моменты релаксации. Это так верно. Это мой маленький момент расслабления перед тем, как начнется хаос. Я полностью понимаю. Очень важно уделять время себе. Да, это помогает мне восстановить силы и подготовиться к предстоящему дню. Абсолютно. Даже несколько минут тишины могут иметь большое значение. Я ценю эти мирные времена, особенно в оживленном мире. Я согласен. Важно уделять приоритетное внимание заботе о себе. Давайте вместе выкроем время для отдыха. Определенно. Для баланса необходим небольшой перерыв. Желаем найти больше моментов покоя в нашей жизни. Урок 5. Информация о погоде. Это прискорбно. Прежде чем отправиться в путь, вам следовало проверить прогноз. Я знаю. Я не ожидал, что дождь пойдет так внезапно. Погода может быть непредсказуемой, особенно в это время года. Абсолютно. Мне следовало быть более подготовленным к изменениям. Всегда полезно регулярно проверять приложение погоды. Да, я обязательно возьму за привычку оставаться в курсе. Таким образом, вы сможете планировать свои прогулки без сюрпризов. Точно. Ненавижу попасть под дождь без зонта.
Давайте следить за прогнозом нашего следующего приключения. Урок 6. Варианты оплаты. Как насчет продления периода оплаты нашего проекта? Это должно сработать, но как насчет процентов? Нам нужно подумать, как это повлияет на наш общий бюджет. Да, продление выплат может быть полезным, но в долгосрочной перспективе оно может стоить дороже. Точно. Прежде чем принимать решение, нам следует подсчитать цифры. Я согласен. Важно тщательно взвесить все «за» и «против». Давайте проконсультируемся с нашим финансовым консультантом для получения дополнительной информации. Это звучит как умный ход. Они помогут нам найти лучший вариант. Я хочу убедиться, что мы делаем финансово обоснованный выбор. Урок 7. Исторический контекст. До того, как Аляска стала штатом, Техас был крупнейшим американским штатом. Это интересно. Я не знал, что Техас так долго удерживал этот титул. Да, это имело весьма существенное значение в формировании географии страны. Интересно, как присоединение Аляски изменило ситуацию? Это определенно изменило динамику, сделав Аляску крупнейшим штатом в настоящее время. Удивительно, как история играет роль в наших нынешних границах. Абсолютно. У каждого штата есть своя уникальная история. Мне бы хотелось узнать больше об истории этих государств. Давайте запланируем исследовательскую сессию по американской географии и истории. Урок 8. Покупка антиквариата. Какой красивый антикварный магазин. Я люблю искать уникальные предметы коллекционирования. Я тоже. Есть что-то особенное в поиске предметов с историей. Точно. У каждого произведения есть своя история, и это увлекательно. Мне нравится находить спрятанные сокровища в таких местах. Да. Каждый раз, когда вы посещаете это место, это похоже на поиск сокровищ. Я мог бы часами изучать все эти предметы. То же самое. Давайте посмотрим, какие уникальные находки мы можем обнаружить сегодня. Я не могу дождаться. Кто знает, что мы можем открыть вместе? Давайте обязательно уделим время и получим удовольствие. Урок 9. Расположение сидений. Для пикника мы можем постелить на траве одеяло и подушки. Это звучит идеально. Комфортно будет всем. Да, я хочу, чтобы все расслабились и наслаждались этим днем. Это отличный способ создать уютную атмосферу на свежем воздухе. Точно. Кроме того, это делает обмен едой и играми более приятными. Мне нравится идея непринужденной обстановки, где мы все можем собраться. Давайте тоже выберем красивое место под деревом, чтобы получить тень. Хорошая мысль. Это сохранит нам спокойствие, пока мы веселимся. Я с нетерпением жду нашего пикника. Урок 10. Исследование города. Это отличный способ познакомиться с городом. Вы раньше пользовались общественным транспортом в этом городе? Да, у меня есть. Это удобно и зачастую лучший способ передвижения. Я согласен. Кроме того, таким образом вы сможете увидеть больше местной культуры. Точно. Поездка на автобусе или метро открывает вам другую перспективу.
Я с нетерпением жду возможности попробовать это во время нашей поездки. Давайте возьмем карту общественного транспорта, которая поможет нам легко ориентироваться. Да. Это сделает наши приключения более плавными и приятными. Мне не терпится открыть для себя все, что может предложить этот город. Урок 11. Использование стероидов в спорте. Чтобы добиться такого внешнего вида, некоторые мужчины используют препараты, называемые стероидами. Да, которые позволяют быстро нарастить большое количество мышц. Вопрос в том, насколько распространена эта практика в спорте. Абсолютно. Это создает серьезные риски для здоровья и этические вопросы. Я считаю, что это подрывает дух честной конкуренции. Я согласен. Подлинные достижения следует отмечать без каких-либо ярлыков. Информирование о вреде стероидов имеет важное значение для спортсменов. Определенно. Вместо этого крайне важно продвигать здоровые методы тренировок. Давайте будем выступать за осведомленность и поддерживать инициативы в области чистого спорта. Урок 12. Города Новой Зеландии. В Новой Зеландии 3 крупных города. Да, Окленд – крупнейший город с большим разнообразием и деятельностью. Точно. Это яркое место со смешением культур. Я слышал, что Веллингтон и Крайстчерч тоже весьма уникальны. Да. Веллингтон известен своим искусством, а Крайстчерч – красивыми садами. Каждый город имеет свое очарование и характер, поэтому его стоит посетить. Мне бы хотелось изучить все 3 и посмотреть, что они предлагают. То же самое. Давайте запланируем поездку в Новую Зеландию в ближайшее время. Это будет незабываемое приключение. Урок 13. Экономические проблемы. Эксперты говорят, что это худший спад с 1929 года. Да, этот коллапс, на мой взгляд, приведет к серьезным экономическим проблемам. Я согласен. Нам очень важно понять последствия. Абсолютно. Многие люди страдают от этих экономических спадов. Интересно, сколько времени понадобится, чтобы экономика восстановилась? Это сложный вопрос, но он потребует стратегического планирования. Нам необходимо поддерживать местный бизнес, чтобы помочь ему прийти в норму. Да. Поддержка сообщества может иметь существенное значение. Давайте будем в курсе усилий по восстановлению и внесем свой вклад, где сможем. Урок 14. Изобретение Эдисона. Еще одно изобретение Эдисона сегодня уже не используется. Действительно. Это изобретение называлось фонографом, верно? Да, в то время это было довольно революционно для записи звука. Удивительно, как технологии развиваются с течением времени. Абсолютно. То, что когда-то было передовым, может устареть. Интересно, каким будет следующее большое изобретение в мире аудио? Интересно думать о возможностях, которые ждут нас впереди. Да. Инновации продолжают формировать наш повседневный опыт. Давайте следить за новыми технологиями в области звука. Урок 15. Красивая радуга. Посмотрите на эту прекрасную яркую радугу на небе. Это потрясающе.
Я вижу все цвета: фиолетовый, синий, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Радуга всегда приносит такую радость, вам не кажется? Абсолютно. Они напоминают нам о красоте, которая может следовать за бурей. Да, это похоже на способ природы показать нам надежду и позитив. Мне нравится, как каждый цвет плавно перетекает в другой. Это действительно произведение искусства. Нам нужно сделать фотографию, чтобы запечатлеть этот момент. Отличная идея. Давайте обязательно запомним это прекрасное зрелище. Мне не терпится поделиться этим с друзьями и семьей. Урок 16. Расширение на запад. И Канада, и Соединенные Штаты быстро расширялись на запад, захватывая новые территории. Да, эта экспансия существенно повлияла на историю Северной Америки. Интересно думать о проблемах и возможностях, с которыми они столкнулись. Абсолютно. Путешествие было наполнено как волнениями, так и трудностями. Я восхищаюсь пионерами, отважившимися отправиться в неизведанное. Я тоже. Их мужество проложило путь будущим поколениям. Давайте узнаем больше об этом периоде истории, это так интригующе. Отличная идея. Понимание нашего прошлого помогает нам ценить наше настоящее. Я с нетерпением жду возможности погрузиться в истории этих первых исследователей. Урок 17. Рекомендации по использованию солнечных батарей. Да, я подумывал об установке солнечных батарей на крыше. Это звучит как разумная инвестиция. Они могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе. Точно. Кроме того, это отличный способ уменьшить выбросы углекислого газа. Я восхищаюсь этим. Устойчивая энергетика очень важна для окружающей среды. Верно. Я хочу внести свой вклад в борьбу с изменением климата. Вы уже присматривались к каким-то конкретным брендам или моделям? Пока нет, но я планирую изучить лучшие доступные варианты. Это хороший подход. Буду рад помочь вам в исследовании. Я ценю это. Давайте вместе найдем самые эффективные и надежные панели. Урок 18. Могучая река. 4-я по длине река в мире занимает особое место в американской истории. Да, это сыграло решающую роль в развитии многих городов. Я нахожу удивительным то, как реки формируют экономику и культуру. Абсолютно. Они обеспечивают ресурсы и транспортные маршруты. Удивительно, насколько жизнь зависит от этих водных путей. Я согласен. Реки являются жизненно важными экосистемами, которые поддерживают различные виды дикой природы. Нам следует больше узнать о влиянии этой реки на историю. Да. Понимание его значения может дать нам понимание нашего прошлого. Давайте запланируем посещение некоторых исторических мест вдоль реки. Урок 19. Объяснение электронной коммерции. Электронная коммерция – это больше, чем просто покупка и продажа товаров или услуг в интернете. Да, оно охватывает весь онлайн-процесс покупок и транзакций. Точно. Оно включает в себя все, от маркетинга до обслуживания клиентов. Мне нравится, как технологии изменили наш подход к покупкам. Я тоже. Это делает шопинг таким удобным и доступным.
И это открывает глобальный рынок для бизнеса. Да. Малый бизнес теперь может обращаться к клиентам по всему миру. Интересно наблюдать, как продолжает развиваться электронная коммерция. Давайте следить за новыми тенденциями в мире онлайн-шоппинга. Урок 20. Предварительное бронирование. Когда дело доходит до нашего бюджета, важно бронировать заранее. Да, таким образом мы сможем получить лучшие цены и варианты. Точно. Бронирование в последнюю минуту часто может привести к повышению цен. Я согласен. Предварительное планирование помогает нам оставаться в рамках бюджета. Кроме того, это дает нам больше времени на исследование и поиск выгодных предложений. Да. Мне нравится ощущение выгодной покупки во время планирования. Давайте установим график бронирования. Звучит умно. Мы должны стремиться завершить все как можно скорее. Я в восторге от нашей поездки. Давайте сделаем это незабываемым. Урок 21. Игра на гитаре. Я играю на гитаре уже около 5 лет. Это фантастика. Должно быть, очень приятно создавать музыку. Это действительно так. Мне нравится, насколько выразительной может быть игра на инструменте. Я могу себе представить. Вы играете в основном для развлечения или для выступлений? Немного того и другого. Мне нравится играть для друзей и семьи. Это звучит чудесно. Это отличный способ поделиться своей страстью. Да. Еще мне нравится иногда писать свои собственные песни. Это впечатляет. Я хотел бы услышать что-нибудь из вашей оригинальной музыки. Буду рад поделиться. Давайте скоро устроим джем-сейшн. Урок 22. Рекомендации по использованию камер наблюдения. Я мог бы рассмотреть возможность сделать то же самое. Есть ли какие-нибудь рекомендации по брендам камер видеонаблюдения? Да, я слышал хорошие отзывы о нескольких вполне надежных брендах. Замечательно. Мне нужно что-то, что легко установить и использовать. Абсолютно. Удобные функции необходимы для обеспечения безопасности дома. Вы предпочитаете проводные или беспроводные варианты? Я считаю, что беспроводные камеры удобнее в установке. Я согласен. Кроме того, их можно легко разместить в разных местах. Давайте вместе изучим лучшие модели и сравним характеристики. Звучит как план. Я хочу принять осознанное решение. Урок 23. Плотный график. Утром у меня работа, а днем прием у врача. Похоже, впереди напряженный день. Как вы к этому относитесь? Я немного нервничаю из-за того, что все вмещаю, но справлюсь. Да, планирование своего времени может помочь уменьшить стресс. Я согласен. Я составлю контрольный список, чтобы все было организовано. Это разумный подход. Это всегда помогает мне не сбиться с пути. Я просто хочу убедиться, что не забуду ничего важного. Вы не будете. Просто делайте это шаг за шагом. Спасибо за поддержку. Я ценю это. Урок 24. Популярные музыкальные тенденции. Есть ли какие-нибудь популярные песни, о которых нам следует знать?
Да. Песни, которые на данный момент наиболее популярны, часто называют топ-40. Это интересно. Я люблю быть в курсе последних хитов. Я тоже. Интересно видеть, какие художники в тренде. Я думаю, нам следует создать плейлист из лучших песен. Отличная идея. Он идеально подойдет для нашей следующей поездки. Да. Музыка всегда делает путешествие приятнее. Давайте включим смесь жанров, чтобы сохранить свежесть. Не могу дождаться, чтобы вместе открыть для себя новых фаворитов. Урок 25. Острые ощущения от водопада. Слышали ли вы о невероятных представлениях на водопаде? Да, я видел видео, как люди в бочках падают через край. Это выглядело захватывающе. Я не могу поверить, насколько они храбры. Для этого нужно много мужества. Определенно. А некоторые люди даже ходят по канатам над водопадом, что кажется еще более опасным. Это правда. Высота и стремительная вода делают это зрелище зрелищным, но рискованным. Интересно, как они отрабатывают такие трюки и не получают травм. Это должно потребовать большого количества тренировок и мер безопасности, чтобы обеспечить их безопасность во время выполнения. Я согласен. Однако прилив адреналина должен быть волнующим. Представьте себе вид оттуда, это должно быть захватывающе. Урок 26. Расширение горизонтов. И Канада, и Соединенные Штаты быстро расширялись на запад. Да, эта экспансия существенно повлияла на историю Северной Америки. Интересно думать о проблемах и возможностях, с которыми они столкнулись. Абсолютно. Путешествие было наполнено как волнениями, так и трудностями. Я восхищаюсь пионерами, отважившимися отправиться в неизведанное. Я тоже. Их мужество проложило путь будущим поколениям. Давайте узнаем больше об этом периоде истории, это так интригующе. Отличная идея. Понимание нашего прошлого помогает нам ценить наше настоящее. Я с нетерпением жду возможности погрузиться в истории этих первых исследователей. Урок 27. Ожидания по заработной плате. Конечно. Каковы ваши ожидания по зарплате на этой должности? Я ищу конкурентоспособную зарплату, которая отражает мой опыт и навыки. Это имеет смысл. Важно, чтобы ваш вклад ценили. Абсолютно. Я верю в справедливое вознаграждение за свою работу. Проводили ли вы какие-либо исследования отраслевых стандартов? Да, у меня есть. Я просмотрел несколько обзоров и отчетов о зарплатах. Это умно. Всегда полезно получить информацию перед переговорами. Я согласен. Это дает вам прочную основу для дискуссий. Давайте обязательно четко сформулируем наши ожидания. Урок 28. Планы поездки. Это захватывающе. Как насчет поездки, чтобы исследовать сельскую местность? Это звучит как фантастическая идея. Я люблю открытую дорогу. Я тоже. В путешествии на машине есть что-то освобождающее. Точно. По пути мы можем остановиться и осмотреть интересные места. Да,
Это делает путешествие таким же приятным, как и пункт назначения. Давайте спланируем наш маршрут и перечислим места, которые обязательно нужно посетить. Отличная идея. Я хочу извлечь максимальную пользу из нашего приключения. Я тоже. Мне не терпится увидеть красивые пейзажи. Давайте выберем выходные поскорее, чтобы это произошло. Урок 29. Подробности ценообразования. Стоимость около $20 на человека. Есть ли конкретное место, где я могу купить билеты? Да, вы можете купить их онлайн или на месте. Это удобно. Я предпочитаю покупать билеты заранее. Хорошая идея. Это экономит время и гарантирует, что вы получите место. Точно. Я не хочу упустить этот опыт. Давайте проверим сайт на наличие специальных предложений или скидок. Да. Было бы здорово, если бы мы могли сэкономить немного денег. Я в восторге от этого события. Это звучит как прекрасное время. Урок 30. Украшение гостиной. Сделаем ремонт в гостиной. Да, это звучит как забавный проект. Какой стиль вы имеете в виду? Я думала об уютном винтажном образе в теплых тонах. Это было бы очаровательно. Это создаст гостеприимную атмосферу. Точно. Нам не помешала бы антикварная мебель и мягкое освещение. Мне нравится эта идея. Это добавит характер и теплоту пространству. Давайте начнем с посещения некоторых магазинов домашнего декора в поисках вдохновения. Отличный план. Мне не терпится увидеть, что мы найдем. Это будет интересный способ освежить наше жизненное пространство. Урок 31. Свежие ингредиенты. Для моих коктейлей тебе нужны свежие фрукты и овощи. Абсолютно. Я люблю использовать свежие ингредиенты в своих напитках. Они имеют такое значение во вкусе и питании. Да. Кроме того, это отличный способ начать день с пользой для здоровья. Давайте составим список необходимых нам фруктов и овощей. Хорошая идея. Хочу попробовать новые рецепты смузи. То же самое. Разнообразие делает вещи интересными. Давайте сходим на рынок в эти выходные, чтобы запастись. С нетерпением жду возможности приготовить вкуснейшие смузи. Урок 32. Планы походов. Как насчет прогулки в парке? Звучит весело. В какое время нам следует встретиться? Как насчет 9 утра? Было бы неплохо начать пораньше. Идеальный. Мы можем наслаждаться прохладным утренним воздухом. Да. Кроме того, в это время на трассах будет меньше людей. Я люблю ходить в походы, когда здесь тихо и безмятежно. Давайте возьмем с собой в поход перекус и воду. Согласованный. Закуски дадут нам заряд энергии. Мне не терпится исследовать тропы и насладиться природой. Урок 33. Женский хоккей. В последние годы женщины и девушки играют в хоккей гораздо чаще, чем раньше. Да, здорово видеть больше возможностей для спортсменок. Многие девушки не только любят этот вид спорта, но и преуспевают в нем.
Абсолютно. Приятно видеть их достижения на льду. Я думаю, что возросшая известность побуждает больше людей присоединяться. Определенно. Образцы для подражания в спорте вдохновляют следующее поколение. Давайте поддержим местные женские команды и посетим некоторые игры. Это звучит как отличная идея. Мне бы хотелось их подбодрить. Вместе мы можем отметить их упорный труд и преданность делу. Урок 34. Художественные усилия. Я вложил ей в руку карандаш, но она с трудом его удержала. Это звучит как сладкий момент. Удалось ли ей в конце концов добиться успеха? Да, после небольшой практики она взяла в руки карандаш. Это чудесно. Удивительно видеть, как дети учатся и растут. Точно. Каждая маленькая победа для них – большой шаг. Мне нравится наблюдать, как их уверенность растет по мере того, как они творят. Очень приятно поощрять их творчество. Абсолютно. Я должен присоединиться и порисовать с ней в следующий раз. Это было бы здорово. Это интересный способ сблизиться и выразить себя. Урок 35. Выставка древних цивилизаций. Сейчас у них есть специальная выставка, посвященная древним цивилизациям. Это звучит увлекательно. Я люблю изучать историю. Да, это дает такое представление о том, как развивалось общество. Я согласен. Каждая цивилизация имеет свой уникальный вклад. Меня особенно интересуют экспонаты, которые они выставляют. Я тоже. Они рассказывают такие богатые истории о прошлом. Планируем посетить выставку на этих выходных. Отличная идея. Мне не терпится исследовать и узнать больше. Это будет захватывающий опыт увидеть, как история оживает. Урок 36. Варианты питания. Да, в этом районе есть множество возможностей перекусить или сходить за покупками. Приятно это слышать. Всегда приятно иметь разнообразный выбор, когда ты в пути. Абсолютно. Хотите ли вы быстро перекусить или пообедать, каждый найдет что-то для себя. Да, и посещение местных закусочных может стать одним из ярких моментов любой прогулки. Точно. Это прекрасный способ познакомиться с культурой и вкусами этого региона. Кроме того, магазины поблизости позволяют перекусить до или после посещения магазина. Да, и это создает прекрасный день, сочетая вкусную еду и розничную терапию. В конце концов, наличие разнообразных вариантов увеличивает общее удовольствие от игры. Определенно. Я с нетерпением жду возможности открыть для себя новых фаворитов в этом районе.